Время от времени приходится отвлекаться от истории, потому что хочется разобраться, что происходит в этом безумном мире. И уже ясно, что основная проблема в агрессии одних и самоуспокоении других. Долгое время делать вид, что ничего особенного не происходит, демонстрировать хорошую мину при плохой игре, надеяться, что все само собой рассосется, и это не об автократиях. Те всегда начеку. Это о демократиях. Именно так надо смотреть и на Донни, американского президента, который ничем не лучше других, который тоже заваривал эту российско-украинскую войну во время своего первого президентского срока. И я не могу называть фамилии современных политических деятелей только потому, что алгоритмы YouTube этого не любят. А с этим надо считаться. Сейчас Донни ведет игру, которая похожа на то, как бабця пытается помирить своих внуков. Эта метафора прекрасно объясняет тон Дональда. Эмоциональность, компромиссность. Но это все не то. В политике требуется стратегическая жесткость. А Донни играет не как лидер сверхдержавы, а как арбитр в семейной ссоре. И здесь действительно есть проблема, потому что Хутин понимает только язык силы и выгоды. Почему Донни так слабо играет? Он мыслит как угодливый бизнесмен, желающий быстрой сделки, а не как стратег большой игры. Он не использует абсолютно рычаг силы США. Экономика, санкции, военный потенциал. Он хочет показать результат здесь и сейчас. Я остановил войну. Вместо того, чтобы выстроить систему давления на Россию и Китай, которая сработает как сейчас, так и в будущем. Автократии все это считывают, и опасность в том, что такое стариковское поведение лидера сверхдержавы открывает двери для переигровки. Именно Хутин и его китайский хозяин выглядят здесь как стратеги, а Донни и европейцы как пожарные, которые тушат огонь чужими ведрами. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Сначала вкратце, что натворил Донни за эти полгода своего президентства. Судим не по словам, а по делам. Первое. Обесценивание НАТО и Европейского Союза как бы братьев по разуму. Нифига это не союзники, если они не платят достаточно. Доля правды в этом есть, но такие вопросы решаются кулуарно. Все эти громкие заявления и уничижение на публику своих европейских коллег напрямую играет на руку бункерному деду, который десятилетиями пытался расколоть этот альянс. Многие эксперты замечают, что Донни в компании Путина чувствует себя намного комфортнее, чем со своими европейскими коллегами. Второе. Постоянные угрозы прекратить помощь Украине. Постоянное уничижение героизма воинов ЗСУ, когда Донни ставит их на одну планку с российскими агрессорами. Третье. Какая-то животная личная симпатия к бункерному деду, что показала и Аляска. Опять это излишняя угодливость. И все это уже было с американцами. Рузвельт тоже испытывал животную страсть к Сталину. История повторяется, и это уже не случайность, это тенденция. Это какая-то проблема самих американцев, которую они пока еще не осознают. Еще с 2016 года Донни неоднократно восхищался сильной рукой бункерного. Его отношение к российскому диктатору остается нежнейшим, чего не скажешь о его отношении к европейским лидерам, такое холодно-деловое. Четвертое. Окружение. В команде Дональда неприлично много фигур с пророссийским уклоном. Некоторые из них открыто выступают за прекращение помощи Украине и соглашение с Россией. Это и пресловутый Витков, спецпосланник, который ослабляет позицию Запада по отношению к Российской Федерации. Это его сын Донни, младший критик поддержки Украины. Это и Карлсон изрыгает непрерывно пророссийские месседжи. И Кушнер, и Маск предлагал компромиссы, которые выгодны России. И Рамасвами. Он призывал американцев не покупаться на то, что между Украиной и Россией идет какая-то борьба добра и зла. И пятое – нацеленность на единственно политическую выгоду. У него так есть и прозвище Тако «He always chickens out». Я бы перевела «Донни всегда дает заднюю». Это наиболее точно его характеризует. Ему нужна демонстрация неэффективности демократов
и ему нужна Нобелевская премия мира. И от самого этого процесса он как нарцисс получает удовольствие. От того, как он играет, как всех запутывает. И все это заставка к основной нашей теме. Разобраться, сколько еще этот весь демократический цирк продержится при таких карманычах. Мы начали эту тему в видео в буферной зоне. Теперь рассмотрим вопрос с другой стороны, с точки зрения глобальных процессов. Уже давно всем известно, что каждые 30-40 лет мир проходит через кризисы. За эти 30-40 лет автократии наращивают свои силы, как экономические, так и военные, а демократии все это время занимаются улучшением своей бюрократии. У них постоянно выборы, решение социальных вопросов, а экономика и так налажена. И демократии в период между кризисами находятся в опасном для живого организма состоянии самоуспокоения, потому что разросшаяся и разъедающая их изнутри бюрократия не дает им адекватно реагировать на глобальные проблемы. Мир бурлит, а они в этой лодочке качаются в абсолютной неге. Проблемы есть, как же без них? Но это климат, главная угроза человечеству. И продают это населению, и под этим соусом каждый год вся эта орава собирается на уютные бесполезные посиделки, которые называются «Саммит по климату». Вместо того, чтобы пустить эти деньги на оборону или противостоянию российской пропаганды. А как это выглядит для нашей жизни обычного человека? А это выглядит так. Пока мы ходим на работу, стараемся наладить свою личную жизнь, пытаемся выжить, в общем, заняты нашими мелкими заботами, в это время назревает кризис, как чиряк. Но этот чиряк мало кто замечает. Также и западные лидеры. Они тоже в своем большинстве самые обычные люди, случайно оказавшиеся на своих постах. Они так же, как и обычные обыватели, стараются не думать о настоящих проблемах, ведь так все прекрасно, птички поют, вот мы поучаствовали в выборах, вот прошел очередной саммит о климате, ну что вам еще надо? Но накопившиеся проблемы в итоге прорываются, как и тот чиряк. Старые правила перестают действовать, происходит перераспределение сил. И если взять 20-21 век, все это еще на нашей памяти, не так давно. Не мы, так наши родители, дедушки, бабушки их прочувствовали очень хорошо, потому что не все в тех кризисах выжили. В 1914 это Первая мировая война, 1939 Вторая мировая, 1973 нефтяной кризис, стагфляция, конец Бреттон-Вудской системы, 1989-91 крах СССР, геополитический передел, 2008 глобальный финансовый кризис, вторжение России в Грузию. И 12 лет этот кризис находился в начальной форме, но никто его не замечал от слова вообще. Червячок медленно созревал, и гнойно-некротический стержень уже неприлично выглядывал, но пока не прорывается, потому что жить он в принципе не мешает, можно его не замечать. И 2020 стержень начал прорываться еще при коронабесии. Прорвался он в 2022, тут его все заметили. Ой, как неожиданно, как внезапно, это был просто шок. Полномасштабное вторжение России в Украину. И прорвавшийся гной стал уже мешать спокойно жить демократическому Западу. Никуда от него не денешься, придется отвлечься от климата и как-то реагировать. Кстати, коронабесие я имею в виду не само наличие инфекционной болезни. Я сама нею 2 раза переболела, а это народное название тех мер, которые были направлены на истеризацию общества. Было очевидно, что таким образом проводилось тестирование, до какой степени можно ограничить права и свободы населения, привыкшего к тому, что они у них есть. И вся эта истерия вмиг закончилась в феврале 2022 года. Почему же все эти кризисы случаются так регулярно? Есть много теорий по этому поводу. Я выбрала такую иллюстративную теорию поколений Штрауса Хоу, но подправлю в ней только временные отрезки. Согласно теории поколений Штрауса и Хоу, общество проходит через 4 времени года.
каждый из которых соответствует определенному циклу общественных изменений. Вот этот цикл. Первый – поворот, это весна, период, когда старые правила и нормы рушатся и начинают формироваться новые ценности и убеждения. Обычно это случается под влиянием кризисов и социальных потрясений. Распад СССР – это как раз то самое. СССР была огромная страна, коммунизм в старом виде, в ней закончился, бывших 15 республик начали строить новую жизнь. Второй цикл – восхождение, лето. Период, когда общество концентрируется на общих целях и строительстве нового порядка, пытаясь выбрать сильного лидера, и заявляют об этом. В России приходит к власти Ельцин и его младореформаторы – Гайдар, Чубайс, Немцов, Кириенко. Вроде как все прекрасно, хотя перейти к рыночной экономике по-людски у них не получилось. Третье – пробуждение, осень. Это период реванша. Просыпаются те, кто плакал за старыми порядками. Они начинают преобладать над общественными интересами. Часто сопровождается все это социальными волнениями и переоценки ценностей. Многие недовольны, как происходит переход к новым порядкам. Это как раз начинается где-то с 2000 года. КГБ, ФСБ оклемалась от распада СССР, привела к власти своего человека из своих рядов и начала готовить следующий кризис. А в это время Запад слепой и самоуверенный. Реванш прокоммунистических сил, которые перекрасились в демократов, Запад проспал и всячески содействовал ФСБ в подготовке кризиса в полной мере. И, наконец, четвертый цикл – сам кризис. Наступает зима. Период, когда старые институты ослабели, а новые еще не укрепились или уже не укрепились. Это время больших перемен, часто сопровождается конфликтами и переоценкой существующих порядков. Западная демократия, все в своих иллюзиях, настолько опутанная ФСБ и слабыми своими лидерами, что не могут реагировать адекватно на вызовы времени. Западные демократии запутались в ФСБшной паутине и становятся соучастниками. Никто из бывших 13 республик СССР так и не создал в итоге демократического государства. Сейчас зима в разгаре, это фаза большого кризиса, который обновляет этот безумный мир, но гибнут в этом обновлении одни лишь украинцы. Почему кризис обязательно происходит? Потому что назревающие конфликты надо вовремя разряжать. И мы это знаем по нашей повседневной жизни. Затянулась ссора с соседом, какие-то разногласия в семье или на работе, не решил эти вопросы вовремя и встречаете развод, увольнение, драка. А в глобальном мире, в политике, экономике, социальной жизни накапливаются тоже часто огромное напряжение. Причины – неравенство, несправедливость, недоразумение, устаревшие правила игры, экономические перекосы, и рано или поздно все это заканчивается революцией, войной, экономическим обвалом или созданием технологий, которые меняют правила игры. Новые технологии или научные открытия резко изменяют расстановку сил, и игра переходит на новый уровень, а старые правила уже не работают. Когда-то правила меняли огнестрельное оружие, паровая машина, ядерное оружие, интернет и цифровые технологии. Все эти открытия кардинально изменяли международную стратегию. Скорость обмена информацией и глобальная взаимосвязанность окончательно изменили политику, бизнес, разведку. Теперь битвы выигрывают не только танки, но и пропаганда, ботафабрики, как это было в Украине в 2019 году, и чуть не привело к катастрофе Румынию. Об этом есть отдельное видео, ссылка вверху. Сейчас многие вопросы решают фейки и кибероружие. При их помощи наступление кризиса можно оттянуть или, наоборот, ускорить. В наше время таким прорывом науки является искусственный интеллект, который постепенно меняет все от военной тактики до контроля над обществом. Вспомним коронабесие. Это было именно пока еще неуклюжее, но достаточно эффективное тестирование на предмет, как далеко можно зайти в вопросе контроля над обществом.
что пиплы схавают сразу, а где надо пойти другим путем. И страна, которая первой интегрирует новые технологии, обычно получает колоссальное преимущество. То есть речь идет о том, что это не просто прогресс, который прибавляет новую возможность. Речь идет о технологиях, которые меняют правила игры, переписывают всю игру, меняют баланс сил и шансы на выживание. И вот мы делаем первый вывод. Да, этот мир катится в пропасть, но циклически. Там, в пропасти, мир перестраивается и выползает наверх. Но каждая новая пропасть все глубже и глубже. И когда дойдет до бездны, то оттуда выползут не все. Вот в чем сермяжная правда, о которой все боятся даже думать и надеются, что это произойдет не при их жизни. Все боятся думать о том, что существующая политическая карта мира сама себе яму роет, но остановиться не в состоянии. Этот пессимизм – это никакое не предсказание, а просто распознавание фазы, в которой мы все находимся. Система на данном этапе не может выдвинуть спасителей этого мира, как это весело изображается в голливудских фильмах. А все потому, что к кризису систем приводит кризис лидерства. Это то, о чем мы говорили в видео «7 шагов в пропасть». Это одна из причин, почему периоды обострения становятся неуправляемыми. И мы говорили о том, что кризис начал назревать в 2008 году. Россия осуществила тогда такую пробу пера, чисто убедиться, что западный мир уже находится под контролем ФСБ, и наметить дальнейшие планы. Давайте подробнее поговорим о том, с чего начался тот кризис, который сегодня в остром моменте. Может, кто-то доживет до следующей пропасти, так хоть будет знать, к чему готовиться, и вовремя проложит путь в леса Амазонки. В 2008 году, когда Россия стала бомбить Грузию, то демократический Запад, как обычно, выразил обеспокоенность. Самое правильное решение – это было еще не поздно тогда ввести санкции и четко указать России ее место, изменить риторику и уяснить, что Россия совсем не демократическое государство, каким оно себя представляет. Но надо напомнить, что в 2007 начался экономический кризис в США, а потом перешел на другие страны. Рухнули ВВП практически всех государств. Но Западная Европа не относилась к наиболее пострадавшим странам от экономического кризиса. И, может, тогда и не время было вводить санкции, но зарубить себе на носу, что такое Россия и что с ней не так, и надо быть с ней поосторожнее и, по крайней мере, вытурить ее из восьмерки, это было бы вполне разумное решение. И политикой кнута и пряника можно было умело разряжать ситуацию. Но демократический Запад был не способен на такие сложные игры. Николя Саркози, тогдашний президент Франции, и он же председательствовал ЕС, выступил посредником между Россией и Грузией. Он фактически навязал тогда Тбилиси соглашение, выгодное Москве. Саркози отзывался о России крайне благожелательно и заявлял, что Россия великое государство, grand nation. Это, кстати, фото 2016 года, чтобы вы понимали, какое ничтожество этот Саркози. Вот как этот персонаж изъяснялся на встрече в Кремле с Медведевым. Европа считает, что Россия является великой державой и может понять, что последние десятилетия были непростые для России в мире, который нуждается в России для мира и безопасности. Совершенно нормально, что Россия хочет отстаивать интересы своей страны, как своих соотечественников в России, так и русскоязычных людей за границами России. И, как ты видел, я не прислушался ко всем тем, кто сказал, что не надо приезжать сюда. И, кстати, хочу сказать, что, как мне кажется, сложно разрешать кризисы, если не говорить друг с другом.
Что касается Герхарда Шрёдера, бывшего канцлера Германии, уже тогда связанного с «Газпромом», этот не просто молчал. В 2004 году Шрёдер, выступая на совместной пресс-конференции с Бункерным, назвал его безупречным демократом, и эту риторику не изменил и после того, как этот безупречный демократ вторгся в Грузию. Шрёдер возложил вину за вооруженный конфликт на Кавказе на правительство Грузии. Мы знаем уже эту методичку. Нас спровоцировали. Ту же самую инструкцию от ФСБшных кураторов повторил Сильвио Берлускони, премьер Италии. Он лично дружил с Бункерным и защищал его позицию по отношению к Грузии, а говорил, что Москва действовала вынужденно. На празднике своей партии «Народ свободы» в Милане, а затем, выступая перед группой парламентариев в Риме, Берлускони сказал буквально следующее. Реакция России была логичной после действий президента, запятнавшего себя кровью. Напомню, что тогда товарищ Сааков был еще более-менее адекватным. Это потом он уже с катушек съехал, и я подозреваю, как многие грантоеды, брал деньги и с Запада, и с Востока. И так далее до бесконечности. Вы понимаете теперь, как все было плохо уже в 2008. Плюс ко всему этому генсек ООН Пан Ки Мун выразил глубокую обеспокоенность ситуации в Южной Осетии. Он призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Стороны. Мы теперь это на своей шкуре проходим. Вместо того, чтобы жестко осудить агрессора, все эти так называемые мировые лидеры пытались выставить виноватым объект нападения. Прием известный. Последнее видео, полицейская драма, вот вам доказательства того, как это происходит. Представитель ЕС по внешней политике Хавьер Солана, генсек НАТО Де Хопсхефер и представитель Госдепартамента США призвали стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Опять стороны. Они просто даже боялись назвать Россию агрессором. То есть налицо кризис лидерства. Это то, к чему приводят все эти всеобщие демократические выборы. И обратите внимание, Бункерный знал, когда нападать. Без подготовки такие дела не делаются. Уже Запад опутан, коррумпирован, куплен с потрохами. В 2008 можно сказать, что демократический Запад с этого момента стал сообщником бункерного деда. Их, по сути, одобрение развязало ему руки. Чтобы было понятно, насколько в 2008 было плохо, дополним список некоторыми ключевыми западными бизнесменами, банкирами и лоббистами, которые в 2008 после войны в Грузии подсобляли Путину укреплять его позиции на Западе. Питер Мандельсон, экс-комиссар ЕС, лоббировал интересы российских олигархов. Лорд Джон Браун, экс-глава British Petroleum, партнерство с Роснефтью. Герхард Шрёдер, здесь он и политик, и топ-лоббист Газпрома и Роснефти. Уилбур Росс, инвестор, впоследствии министр торговли США, имел бизнес-связи с российским капиталом и финансовые связи с российским нефтехимическим холдингом Сибур. Дэвид Оуэн, экс-министр иностранных дел Британии, работал с российским бизнесом, консультировал российского миллиардера Алишера Усманова. Канал Ірини Коновець-Поплавської. В общем, только представьте, какую огромную работу провело ФСБ с 2001 года. За несколько лет они опутали всю эту демократию на раз. С уходом Бункерного, на который все надеются, мало что изменится. Настолько большие наработки у ФСБ, это по сути есть государство российское, что если начнет вытекать от них информация, то никто в этом не заинтересован. Там на каждого есть папочка. Западные лидеры часто показывают обеспокоенность ядерной угрозой, но на практике их интерес в стабильной России гораздо глубже. ФСБ и бывшие кадры КГБ имеют тонны компромата, досье на все денежные потоки на многих политических деятелей. Из-за этого любые шоковые изменения в России очень опасны для Запада, потому что новые нестабильные руководители страны, они непредсказуемы. ФСБ является самой всемогущественной службой вообще в мире. Не имеет над собой никакого контроля. Всегда стремится залезть в любую сферу, которая связана либо с политикой,
либо с денежками. Иными словами, Запад стремился и стремится до сих пор сохранить существующую систему в России, ограничиваясь формальной критикой войны, санкциями и поддержкой Украины до такой степени, чтобы она истекала кровью, но не дай бог не выиграла эту войну. Отсюда наш вывод 2. Стабильность ФСБшной России важнее для Запада, чем смена там власти. Ядерная угроза – это удобный аргумент для публики, чтобы объяснить свою политику обеспокоенности. Но наша тема все-таки о тех, кто пытался спасти этот мир и где они сейчас. Об этом во второй части, а эта первая часть нам нужна была для того, чтобы прочувствовать, как те, кто пытался и пытается спасти этот мир, с чем они имеют